Всем привет, с вами Никита ТВ, и сегодня я решил поиграть в игру The Stanley Parable. Да, и вот эти звуки, которые вы слышите, это уже не у меня, а здесь. Да, думаю, многие знают эту игру, так что я тоже знаю, я не смотрел никаких роликов, ничего, я просто знаю, что мы сидели в офисе, и вдруг Стэнли понял, что он совершенно один. Я еще не играл, так что, думаю, можно начать. Я вот слышал, что там может быть что угодно, только там надо слушать голос в голове. Тогда быстро игра закончится. Но там можно делать и что сам пожелаешь, но. Тогда игра тоже закончится быстро. Так что... Да. Да, ребята, я просто буду ждать. Молча. Может, пока подумать о чем-нибудь. Каково в нее играть. Думать вам осталось недолго. И заканчивайте мысли. Это история человека по имени Стэнли. Вы не любите читать? Стэнли работал в компании в большом здании и был там рабочим 427. Задача рабочего 427 была проста. Он сидел за столом в комнате 427 и нажимал кнопки на клавиатуре. Приказы шли с экрана на его столе, и в них указывали, какие кнопки надо нажимать, как долго их надо нажать. Ой, ребята, в общем, это слишком. Да, странно. 428. Так, я попробую, ребята, сделать звук русским. Нет, нельзя. Придется переводить. Все его коллеги сели. Зал, может, он просто пропустил. Нет, Стэн. Двери закрыты. Куда нельзя? Вот здесь. Там мы работали. Здесь закрыто. Что тут творится? Это сон, по-моему, что ли? Стэнли, ты влип. Ну чё? Так. Вот я не знаю, но мне что-то страшновато, потому что у меня есть фобия. Когда Стэнли подошел к скрытым дверям, он пошел в дверь слева. Слева, да. Почему слева? Может, справа? Уже реально страхово. Почему музыка прекратилась? Или что это было? Ну, в общем, прекратилась. Это уже реально. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Так, погодите. Брум. Почему? Мне показалось, что это... Боссу. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Начальника. О, хороший кабинет. Тут секретарь живет, значит, его. Тут сам. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Так, тут уже реально какая-то церемония творится. Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret pin number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 2845. Так. Дайте я введу этот пароль. Где-то сейф.
Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Зачем закрывать? He stepped into the newly opened Я вот так и думал, что этот шкаф какой-то неправильный. Я так и думал. Так. Уже страшно. По-моему, мы сейчас упадем. Так. Это просто секрет нашего босса. Ребята, там уже реально безумие творится. Что? Почему? Мы остались одни. Босс скрывает от нас страшную тайну под номером 2845. Что? И нам сказал этот пароль странный голос. Но по идее мы этого не должны были знать. Ох, пускай знаешь, ты начнешь чувствовать как-то особенно. Сегодня думал сомневаться в своей работе. Ага, что тут никого нифига нет. Кроме тебя. Может, не будем такую нагнетать? Давайте сюда. Стэнли пошел прямо на станцию управления сознанием. Mint counter. Так, погодите, ребята. Я, кажется, начинаю понимать. Босс скрывал от нас то, что когда-нибудь у Стэна это будет, то есть он попадет в мир, где нет никого, и придумал для него эту станцию. Умно. Да, я хочу управлять своим сознанием. Что-то. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find Да, out? у Стэнли хватит, надеюсь. Или же нет. Или, по-моему, да. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. То есть за нами следил этот босс? А-та-та. Уже что-то... Все, выключайте эту садомию. Черт. Убери вас. Что это за цифры? Погодите. Я должен найти свой офис. Я хочу. Так, мы 427, да? 427, вон. Да. This mind control facility, it was too horrible to believe it couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept Нажимать кнопки. Ну, в принципе, я бы тоже так хотел. День капают, а ты просто нажимаешь, что тебе говорят. Норм. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control. Увы, но Стэнли тебе придется. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Кружится, светится. But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human. Че дьявол взвали? То ли, ребят, я не знаю, что здесь реально творится, но у меня... Гудбай, система. Алло. Нажимайся. Алло. Нет. Жаль. Может, на ту кнопочку нажать?
Хотелось бы. Сейчас нажмем. Тут стоит игра из каких-то ерундовых кнопок. Минуточку. Кнопки? Минуточку. Ребята, тут я вдвойне все понял. Смотрите, этот голос в голове наш босс. Спросите, почему же? Потому что, видите кнопку? Он нам советует ее нажать. Значит, он нас контролирует, чтоб мы ее нажали. И мы этим довольны. Черт, мы... ладно, нажимай. Ну. Да, Стэнли. Нами до сих пор управляют. Значит, босс решил поведать об этом нам. Что нами управляет. Не, ребят, тут запущена история. Даже чересчур. О, да. 4, 5. Мент контроля. Сейчас мы отключим эту фигню. Так. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Да я не знаю, какой тут он. Я не помню, что это значит. По-моему, офф это отключить. Замечательно. Почему появляется моя мышка? Что? Алло? Секунду. Что это? Игра вроде не страшная. And a rising chill of uncertainty. Was it over? Получилось, мой друг. Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still remained. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? Так, ребят, я понял. У нас стоит выбор либо узнать все тайны этого офиса, или же свобода. Ну что ж, ребята, я такой человек, который любит разгадывать загадки. Ладно, раскроем увы, но я выбрал это. И нет. Подайте мне здесь, я хочу разгадать тайны. Stanley stepped through the open door. Нет, не вышел. Окей. Что-то слишком все хорошо, чтобы быть правдой. Stanley felt the cold breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of Или new все-таки это path before свобода? him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. Должно было произойти. Stanley was happy. Все? Мы прошли игру? Нет, я еще раз, ребята, хочу попробовать. Ну, Минуточку. Чё? Is never the end? End, конец, все? Или что там? Нет, это слишком хорошо, что все было правда. Я хочу разгадать эту загадку. Куда подевались наши коллеги? Почему это все случилось? Да. Так что это безумно. Безумнее моего безумия. Это нормально, что что-то есть безумнее меня. Я говорю какую-то что? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting. Perhaps he had simply missed a memo. Ох, мне дали еще шанс. Но я сделаю все не по правильному пути и посмотрим, что же будет.
Stanley came to a set of two open doors. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ну, Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all. Just but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. первая дверь слева. Не, брат. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't 5 years ago. Ой, да ладно. Что? Oh, well, look who's got cold feet. Sorry to break it to you, Stanley, but that lift isn't coming back. You'd best either get comfortable right here on this platform, or test your luck by jumping to the floor below. You know what? Looking at it now, it's not that far to the bottom floor. I bet you can make it. I believe I can fly. Whoops. Looks like I was wrong. How clumsy of me. Неловко, когда ты нечаянно убил человека. Неловко. Странный какой-то голос. Глупый. Но я сейчас попробую все-таки в лифт зайти. How wonderful. Stanley was alone. Finally. This is great, he thought to himself. This is what I wanted. Это мой кошмар. When Stanley came to a set of two open doors, this was not the correct way to the meeting room. Надо мне это левое. Я вообще правша. To stop by the employee lounge Я правой рукой управляю мышкой. Правой. Wow. Yes. This room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Я хочу на этот чертов лифт. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't. Лифт, мой дорогой лифт, вах. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not sure really. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself, to put your work aside. Мы ради кого-то это делаем? Это не брат. Я сейчас все вышибу тут. Да она ждала. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in No, you can't. Did you just unplug the phone? No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly. I didn't even know that was possible. Let me double check. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment. Понял, меня бы давно убили пушкой прямо из телефона. Music comes in. Только глушили бы меня навечно. Все, я понял. It's actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Я что? Ты, наверное, меня в эту шебурту завел. Да, спиной тут... You're not Stanley. You're a Телефон, чертов. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make Я не correct хочу choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocols of real decisions. Did you not В общем, кто хочет, тот и прочитает. Поставит на risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision making. Ладно, я отвечу на этот чертов телефон, только дайте. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, it can also be the most dangerous. For example, Так in это this еще scenario, a hypothetical real person named Stephen has a choice. He could spend years helping improve the quality of life for citizens of impoverished third world nations. Or he could systematically set fire to every orphan living in a 30-kilometer radius of his house. Which choice would you make? Remember that unlike
here, the real world makes sense. And at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, my goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back sack and crack. Да черт, сколько можно. Практайз. Все. Дайте меня отпустить. Практика. Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Может, так не надо Most делать? medical professionals recommend making Да дайте. at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution, Дайте я начну новую игру. Я отвечу, обещаю, только не надо. Хотите, я по настоящему телефону отвечу, только не меня. Они меня убьют этим. Someone was following Stanley. He was sure of it. If he checked over his shoulder now, he would surely catch them. It was only a matter of time. Поймаю. Поймаю. Я знаю, кто When Stanley преследует. came to a set of two open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime, a work of art. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Я правша. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not sure. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that story is almost nothing but you. Я просто спрыгнул, ты что-то... There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Нет, не please. Not asking for Я отвечу ей, только не бить. Слова. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your Я вот сюда words зашел, мне так страшно стало, когда включился свет. She's waiting. That's her, Stanley. Алло? Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. Oh, right. Okay, there we go. All right, now. I want you to come in and tell me all about your Gotcha. Oh, come on. Слушай, Did you ты actually меня так не пугай! They want to commit their life to you. I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Ребята, Let me show я you what's испугался. Да не из чего ты... This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Дайте мне уже умереть. Нет. Stanley is quite a boring fellow. О, спасите. Я боюсь. И мне вот это испугало. Consequential nature of his existence. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Дайте мне туда Now поспать. he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Черт же, пусть. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown. Все равно меня мучают Fantastic эти. discoveries of new lands. Хотя бы It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him.
Стоп, смотрите. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path led enormous tower with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always presses. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him that in this world he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't stop. Here, watch this. Stan, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Я задам ему вопросы. Задам. Ладно. Я нажимаю. Что-то не так. Почему? Эй, чел. Я нажимаю. Алло. Эй, парень. Ну я нажал. Или там нужно сразу что-то двойное нажать. Нет. Ребята, я не знаю, что тут происходит. Я нажимаю. Черт. Либо игра сломалась, либо это что-то... Эй. Дайте хотя бы на компьютере подумать, что там надо нажать. Алло, меня слышит кто-нибудь? Походу нет. Да, ребята. А на воле, оп. Ну, если, конечно... Да, ребята. Вот так. Да, ребята, думаю, на этом моменте уже можно заканчивать, потому что тут творится полное безумие. Стэнли попадает в мир, где никого нет. Да. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите, чтобы не оказаться одним. Всем удачи, всем пока.